Всем привет! Харьков – город науки, образования и искусств. Неудивительно, что многие известные люди могут похвастаться харьковскими корнями. На канале есть уже одно видео, в котором я начал рассказывать про таких людей. Видеоролик называется «Выдающиеся харьковчане, которых стоит знать». Посмотреть его сможете, если пройдете по ссылке в описании к видео, которое сейчас смотрите. Ну а в этом выпуске я также решил рассказать о тех, кто когда-либо жил, работал, учился или родился в нашем городе. Эти люди внесли весомый вклад в историю, науку и культуру. Их причастность к городу и повышение авторитета Харькова в глазах мирового сообщества повлекло за собой назвать их великими харьковчанами. О самых знаковых персонах нашего города и их вклад в развитие, историю и культуру Харькова пойдет речь далее. Григорий Сковорода, основатель украинской философии, поэт и гуманист. Нигде надолго не задерживаясь ни в монастырях, ни в домах богатых помещиков, склонных к умствованиям, он бродил по миру и размышлял. Григорий Савич Сковорода родился 3 декабря 1722 года на территории Полтавской области, а умер в возрасте 71 года 9 ноября 1794 года в селе Ивановка на Харьковщине. Украинский философ, поэт, просветитель, гуманист, музыкант и педагог. Автор стихотворений, басен, учился в Киево-Могилянской академии, пел в придворном хоре в Петербурге и преподавал в Харьковском колледже. Петр Гулак-Артемовский, первопроходец украинской литературы, вел жанр баллады. Один из образованнейших людей своего времени, удачно совмещавший научную и творческую деятельность, связав свою жизнь с Харьковским университетом, делает блестящую научную карьеру. Гулак-Артемовский занимает ключевое место в пантеоне украинских литераторов, ведя жанр баллады. Активист, ученый и творческий человек, он является одним из ключевых представителей Харькова в глазах людей, интересующихся украинской культурой. Александр Афанасьевич Потебня, один из основоположников лингвистической науки. Будучи профессором Харьковского университета, написал множество научных публикаций по теории словесности, этнографии, фольклору и так далее. Создал научную школу, известную как Харьковская лингвистическая школа. Александр Потебня был одним из основателей Харьковского историко-филологического общества, а сейчас его имя носит Институт языкознания Украины. Старицкий Михаил, украинский писатель и театральный деятель. В 1858 году обучался на физико-математическом, а потом на юридическом факультетах Харьковского университета. В 1864 году Михаил Петрович Старицкий начал выступать в театральных кружках. В 1882 году он организовал вместе с Крапивницким первую украинскую профессиональную театральную группу, а в 1885-1891 годах руководил собственной группой. Его стихотворение «Ніч, яка Господи, місячна зоряна» в музыкальной обработке Николая Лысенко стала народной песней. А его знаменитейшая пьеса «За двумя зайцами» стала культовой и пережила не одну постановку как в театре, так и на киноэкране. Христина Алчевская. Украинский педагог, просветитель, жена предпринимателя и мецената Алчевского, теща академика архитектуры Алексея Бекетова. Семья Алчевских известна своей неутомимой деятельностью на пользу народного образования, и Христина является замечательной ее представительницей. Алчевская стояла с 1860-х годов во главе Харьковской воскресной школы, в которой по ее инициативе была введена система педагогических советов и педагогических дневников учащихся. Дмитрий Боголей. Историк, общественный и политический деятель, действительный статский советник, член Государственного совета от Академии наук,
ректор Харьковского университета с 1906 по 1910 годы и Харьковский городской голова с 1914 по 1917 годы. Дмитрий Багалей учился в университетах Киевском и Харьковском и за сочинение на заданную историко-филологическим факультетом тему награжден золотой медалью и оставлен при университете в 1880 году стипендиатом для приготовления к профессорскому званию. Дмитрий Багалей – автор свыше 200 научных трудов. Трудно найти человека, сделавшего для Харькова больше, чем Багалей. Великий ученый, ректор Харьковского университета, историк, описавший историю не только Харькова, но и украинских земель, успешный городской голова – все это Дмитрий Багалей. В его честь в городе названа улица, а перед северным корпусом ХНУ стоит его памятник. Иосиф Моисеевич Шиллингер, также известный как Джозеф Шиллингер, советский и американский композитор, музыкальный педагог и музыковед, прежде всего известный своей системой музыкальной композиции Шиллингера. Преподавал композицию в Харькове с 1918 года, а в 1919-1922 годах руководил Украинским симфоническим оркестром там же, преобразованным им в эстрадно-симфонический оркестр Украины, прообраз первого в мире симфоджаза. Михаил Кошкин. Инженер-конструктор, начальник конструкторского бюро танкостроения Харьковского завода, создатель и первый главный конструктор танка Т-34. 10 февраля 1940 года изготовлены два первых Т-34 и начаты их испытания. На 17 марта того же года назначается показ танков членами правительства. С этой целью организуется танкопробег Харьков-Москва. Учитывая важность мероприятия, Михаил Кошкин сам отправляется на новых машинах как ответственный представитель завода. 750 километров от Харькова до Москвы и обратно еще недоработанные танки прошли своим ходом в трудных условиях бездорожья и снежных заносов. Отмечу, что имя главного конструктора не так известно, как его детище. Благодаря знаниям и испытаниям Кошкина танк Т-34 стал феноменом в военном оружении 20 века. В Харькове, недалеко от проходной завода имени Малышева, в мае 1985 года Михаилу Ильичу Кошкину был торжественно открыт памятник. Также в Харькове в честь Михаила Ильича названа улица. Исаак Дунаевский. Композитор, автор музыки к множеству известнейших фильмов. Человек, во многом определивший стилистику музыкального озвучивания советских фильмов. Дунаевский окончил Харьковскую консерваторию, был композитором и дирижером в Харьковском драматическом театре. Легкие мелодии, органически переплетенные Дунаевским с симфонической традицией, во многом предопределили развитие жанра советской музыки. Саймон Кузнец. Известный в мире как Саймон Смит, американский экономист, статистик, демограф и историк экономики, который учился и жил в Харькове. В 1918-1921 годах Саймон Кузнец учился в Харьковском коммерческом институте, где изучал экономические дисциплины, статистику, историю и математику. В 1922 году эмигрировал в США и продолжил там учебу. На историческом здании бывшего Харьковского коммерческого института находится мемориальная доска, посвященная Кузнецу. А возле ХНУ имени Каразина, наряду с другими нобелевскими лауреатами-харьковчанами, стоит бюст Саймона Кузнеца. Лев Ландау. Физик, лауреат Нобелевской премии. 5 лет работал в Харьковском физико-техническом институте. В Харьков Ландау приехал после работы в Германии, Дании и Великобритании. К моменту прибытия в наш город Ландау уже был ученым с мировым именем. Ландау принадлежит череда открытий в области квантовой механики, физики атомного ядра и еще десятка направлений. В 1962 году он получил Нобелевскую премию. И еще один интересный факт. Гений Ландау, кроме многочисленных открытий физики, родил на свет формулу человеческого счастья.
работа, любовь и общение с людьми. Борис Чичибабин – поэт и диссидент. Чичибабин по паспорту Полушин большую часть жизни прожил в Харькове. Пережив периоды взлетов и падений, непонимания, запретов и заключений, Борис Чичибабин сделал весомый вклад в развитие поэзии XX века. То, что я сейчас буду говорить, не имеет никакого отношения ко мне лично. Вот есть прекрасная пьеса и был прекрасный фильм Евгения Шварца «Золушка». Там мальчик Паш говорит: «Я не волшебник, я еще только учусь». Вот я ни в коем случае не поэт. Я осмеливаюсь так называть себя только в стихах. Никогда в жизни, в обиходе, в быту я никогда не скажу, что я поэт. Это всегда стыдно, когда я ездил в поезде там куда-нибудь, знакомился с людьми, всегда говорил, что вот я там бухгалтер или там счетовод или еще кто-то. Никогда в жизни я не сказал бы, что я поэт. Сказать о себе «я поэт», но это все равно, что сказать о себе «я святой», или «я хороший человек», или наоборот «я преступник», понимаете? Вот. Ибо поэт не профессия, не должность, не что-то такое обусловленное обучением или даже талантом, а это призвание, это судьба. В честь Чичибабина в Харькове названа улица, а на доме возле Госпрома, где он жил, висит памятный знак. Леонид Быков. Культовый актер и режиссер. После того, как театральный институт в Киеве его не принял, Леонид поступил и окончил актерский факультет Харьковского театрального института. В 1951-1960 годах был актером Харьковского государственного академического украинского театра имени Тараса Григорьевича Шевченко. В театре начинается его карьера. В 1955 году он становится знаменитым благодаря роли Максима Перепелицы в одноименном фильме. Главной режиссерской работой Быкова является кинокартина 1972 года «В бой идут одни старики». А в 1976 году был снят еще один фильм «Аты-баты, шли солдаты». В Харькове Леонид Быков запечатлен на фасаде одного из домов на главной улице города, Сумской. Мурал с Быковым, изображенным как герой фильма «В бой идут одни старики», является данью режиссеру от поклонников за его шедевры. А в саду Шевченко установлена его скульптура. Ну, авиация. За победу. Будем жить, пехота.